Всем привет, друзья, канал Хобби Тракториста. Сегодня у нас 4 января, время 12 часов дня, день недели, воскресенье. Ну как бы сейчас в стране и так выходной идет, ну и плюс по дней недели тоже выходной. И мы, лично я, Сергей Тракторов и мой друг Женя 150-чик выбрались на отдых, на активный отдых в рощу местную. Мы, в общем-то, фактически в лесу, можно сказать. И мы решили отдохнуть, да, до вечера, посидеть. Пробрались на машине, как смогли здесь. Бросили метрах 150 отсюда, перед рощей, сами пришли пешком. Ну и будем рассказывать, информировать, как происходит активный отдых у трактористов. Хотя это громко сказано, в данном случае у нас. Потому что не думаю, что есть много безумцев, которые, любят такой активный отдых. Ну ладно. Мы только что подошли. Разобрал я, в общем, здесь всю аппаратуру. Женькина большая фотокамера. Какой у тебя Nikon D500? Nikon D5000 фотоаппарат. Здесь у меня мой фотик небольшой. Запас еды на сегодня наш до вечера. Ну, он шикарный, в общем-то, по походным условиям. Я скажу, это упаковка гречки, которая 90 рублей у нас стоит, вот за такой 800-граммовый пакетик. Хлеб нарезной уже, по цене не скажу. Сухари, это к чаю. Здесь у меня грудка куриная, я буду ее тушить в котелке. В общем, будет классная вообще вещь, покажу, блин. Я в походе кулинар. Женя, он у нас отвечает за огонь, в общем, за тепло. Вот. Здесь котелок армейский классический, перчик, лучок у нас есть, переправка, немножко маслица. Там небольшой пакетик мусорный, но это чтобы мусор собрать в него будет. Так, вот 4 чайных пакетика. Воды взяли где-то порядка 10, даже побольше, не 10, а даже, наверное, скажу, сколько литров-то взяли? 6, 11 литров воды, наверное, взяли. Вот. Ну, тушенка скопинская, наша это рязанская, в общем, можно сказать. Говядина тушеная, высший сорт. Высший сорт. Хотел взять первый сорт. Первый сорт, он без жира. Ну, взял это. Ну, в принципе, жирком для каши самое то. Вот, в принципе, весь рацион питания. Грудку с луком потушу в котелке. И будет вообще отличная вещь. Котелки у нас индивидуальные, у каждого по такому. И еще в Женькином рюкзаке большой алюминиевый котелок. Ну, это все на машине. Мы ходили в пеший сюда поход в марте месяце. Кому интересно, пишите. Я могу выложить двухгодичный мартовский поход в рощу пешком, по сугробам, в общем, с постройкой чума из парашюта, ну, точнее не чума, а типи, при помощи десантного советского парашюта с ночевкой. Было прикольно. Если кому интересно, пожалуйста. То есть активный отдых это по нам. У Евгения рюкзак Trek Planet Colorado 55 это литров вместимость. У меня такой же рюкзак, только такого коричневатого цвета, Colorado, наверное, 85. То есть он у меня объемнее рюкзак. Такой же рюкзак. Сейчас я покажу по-быстрому, что и как, а уже потом будем по ходу смотреть. Бляха-муха, ты тут что-то так набросал хаотично. Мы торопились, в общем-то. Вот небольшой мой топорик, такой туристический, я его беру, если есть у нас ножовка. Если ножовки нет, то берется, конечно, более мощный топор. Так, это у нас сахар. Так, кухня в другой стороне, поэтому это все надо посуду. Мне в мою импровизированную кухню. Бляха-муха, весь сахар рассыпался. Ёпросто. Так, ну это вода. В общем, сейчас я тут все разберу. Вот он, алюминиевый котел основной. Мы с ним раньше ходили в поход. Но единственный минус, он тяжелый. Он тяжелый. Чай я взял, Жень. 4 пакетика. Нам хватит? 4 пакетика хватит? Есть расчет на то, что можно один пакетик использовать на двоих. Он, в принципе, не теряет вкуса. Ну вот, в принципе, и все, что. Кстати,
Вот на дне, вот это вот зелененькое, вот что вы видите, Херман написано, это спальный мешок. И он не вытащился, он, то есть, является дном фактически данного. Есть еще спальник. Так что, если есть желание, можно переночевать по очереди. Вообще. Но если так не взяли пенки, то есть, и была пенка, то было вообще без проблем. То есть, это можно сделать из сухих веток настил, наложить пенку, положить то же самое, допустим, бушлат, улечься в спальник. И вообще, спальник рассчитан до температуры комфорта, у него плюс 5, минус 1. То есть, представляете, да, температуру комфорта. Все. Пока что. Евгения уже костром занимается. Ну, а там уже поход посмотрим. Тебе помочь с дровами, да? Да не. Ну, ладно. Штатив я взял, все взял, так что поснимаю, покажу вам. Интересный отдых трактористов. Фотки будут. Кому интересны фотки, и фотки мы сделаем, видео вложим. Ну, Евгений, я думаю, вы знаете уже, потому что это человек не один раз примелькался на моем канале «Будни тракториста», на моем основном канале. Заходите, есть, кстати, предновогодняя запись, как мы с ним чистили снег на его рабочем тракторе Т-150К. Достаточно интересное видео получилось. Все, специально выбрали такое место, где есть поваленное такое дерево, то есть такие сухие гниловатые палочки имеются. Вообще сухостой навалом здесь, то есть проблема с огнем не будет. Тем более мы не какие-то выживатели, не выживальщики, то есть мы как бы не стремимся развести огонь подручными средствами. То есть у нас есть бутылка с розжигом, как не выбрасывать, чтобы мусора не было в лесу, ничего, надо забрать с собой все будет. Я пакет, кстати, мусорный взял, так что это куда-нибудь в одно место, не знаю, мусор складывая, потом, чтобы это... Вот. То есть есть розжиг, есть газета, то есть есть спички. Все как у... Все, сейчас это все быстренько примется, видите, с розжигом. То есть мы не тратим время после занятий. Хотя огниво, да, она, в принципе, вещь полезная должна быть. Вообще у меня есть запасные резервы огня, есть 2 зажигалки. Кстати, вот тут прям в кармане имеются. Вот и все. Огонь у нас есть уже. Сейчас разведем. Сейчас немножко пошире расчистим, чтобы этот весь снег не таял, он не лез как бы в огонь, чтобы все как просохло, весь участок квадрат. И было вообще отлично здесь. Все, отлично. Вообще можно погулять, очень классная вещь. Достаточно. Это один из самых близких таких, сказать вам, подобие леса, потому что леса есть, но они достаточно в удаленном уже расстоянии, то есть до них надо ехать где 15, где 20 километров, то есть, а это самое ближайшее в 2-3 километрах вот от поселка. Это самое доступное место, где можно активно провести отдых. Вот такие вот дела. Итак, друзья, костер горит, а я приступаю к приготовлению пищи. Пища, конечно, у нас не сказать, что походная, хотя тушенка есть. Но я предпочитаю брать с собой филе грудки. В этот раз я взял просто грудку куриную. Замороженную грудку. Сейчас ее режу на кубики. А далее буду тушить ее вот в данном алюминиевом котелке. Котелок где-то литр на 3. Есть немножко маслица. Там маслица чуть-чуть, потому что потом грудка начнет сама по себе влагу отдавать, и на этом будет как раз на влаге сама на воде тушиться. В нее добавлю перчику, в нее добавлю приправки, в нее добавлю также... Чего еще добавлю? Чего добавлю? А я не помню, что я еще взял. Перец, лук, вот, главное лук. Уже немножко так прогорел, у нас появились первые угли. В принципе, можно начинать готовить пищу походную. Время час дня уже. Я с утра не завтракал. Евгений попил всего лишь кофе натощак. В общем, котелок мяса у нас куриного имеется. Я нарезал, видите, лучок.
Открывай. Это растительное масло. Ты не читай надписи. В магните нахуй купил? Нет, не в магните. Я купил это, я все сегодня сливал. Хуя себе, ты в что купил, блядь? Че? Налил. Это, в общем, жемчужная соль для ванны. Охуеть! Ты не представляешь, сколько я замучился этот тюбик отмывать с утра. Соль для ванны, блядь. И солить теперь не надо блюду больше. Да она ароматный, наоборот. Закрывай. Все. Теперь мы что делаем? Теперь мы сюда накидываем все мясо. Вот таким вот образом. Цветущие яблоня. Да, яблоня. Хераблоня. Все. Зачем мне она в кармане, чтобы растеклась? Куда она стекется, она закрытая? Не надо ничего мне тут демагоги устраивать. Все. Курицу нахуй можно нажать. Ставим курицу. Пиздец. Теперь я уберу ложку, и все это тщательно надо будет мешать, чтобы она, ну как сказать, не сгорела, не подгорела, чтобы она тушилась. В общем, вся эта вещь аккуратно прожаривалась. Ну вот в итоге покажу, что получится блюдо. Оно в объеме уменьшится, конечно, мясо, влага уйдет. Все это будет очень вкусно и питательно. Хуя магалечку, блядь. Ты что, одним мясом пытался пытаешься? Да тут, блядь, пол кастрюли одного мяса, блядь. Все, вот закипел уже. Ладно. Итак, прошло уже 10 минут, друзья, с момента постановки котелка на огонь. Мясо уже, как видите, да, наверное, вы не видите, каким оно стало. Ну вот, цвет уже настоящего нормального куриного мяса. Влага все из него испаряется. Я вот так вот тушу, прикрыл. Лук чуть-чуть попозже туда брошу. Сейчас еще немного пройдет время. Сейчас мы костер все-таки поддерживаю в рабочем состоянии. Что, снег идет или что, с деревьев? Или это с деревьев? Ну, блядь, то идет, то не идет, не пойми. Это с деревьев отсыпается. Наверное. Что есть, то вот. В общем, глядите, какая вкусняшка получилась. Это называется мясное рагу с луком. Я тебе только что сам придумал нахер. Вот она вот так вот выглядит. Отличное мясо. Сочное, кстати, не сухое. Как мне доказывала жена, что она будет сухое. Почему она будет сухое, если я его тушил и на масле, и с водой. И плюс лучок, и плюс перчик, и плюс приправа. Все это дает такой аромат шикарный здесь во весь лес, ребят. Это, знаете, я порой думаю, что это лучше любого шашлыка, блядь. То есть шашлык шашлыком, а вот сейчас что мы сделаем, то есть это будет вообще шикарно. То есть сейчас я просто переложу мясо, сейчас сюда налью воды, ополосну немножко и буду варить гречку. Гречка на костре варится, ребят, в течение 5 минут. 5 минут гречка, все. Она рассыпчатая, рыхлая. Дом такая не делается. Я вот говорю, гречка какая здесь получалась у нас. Это что-то, блядь. Евген, скажи да. Да. Охуительная гречка. Я вам про что и говорю. То есть, Дома сколько раз не пробуй, такой никогда не потому приготовишь. что на костре она, я не знаю, почему она... Может, костром пропитывается. Она пропаривается. Костром, огнем все это Баня, она дело. пропаривается, это шикарно вообще. То есть это все. Все, вот. Я ее сделал, я ее закрываю. Все. Мясо мне сейчас не нужно. Теперь я варю гречку, потом уже с гречкой это уже все будет. Жек, у тебя что-то котелка ручка. Да ее там пассатижи подкусить, я это подогнуть нужно. Все. Убираю. Теперь процедура идет. Сейчас мы его немножко полоснем. Все, ждем. Вода закипает. Вода закипает. Насыпаем бокал всего лишь гречки. Распаривается до такого объема этот бокал гречки, что получается чуть ли не 3 готовой продукции. Я говорю, как распаривается гречка в данном котелке, это круто, ребята. То есть все. Вот такие вот дела. Ладно, ждем закипания воды и смотрим, как готовится гречка. Оставайтесь с нами.
Так, друзья, прошло больше, конечно, 5 минут, где-то в районе 10. Я решил, прям вот доливал воды еще, чтобы она распарилась. Сейчас уже все, финальный этап. В принципе, воды здесь фактически не осталось. Гречка раздалась в объеме, наверное, ну, раза в 2-3 точно. Вот. Сейчас мы что делаем? Мы сейчас подаем чуть-чуть водички. Сначала и засыпаем туда все наше содержимое котелка. Классное, вкусное мясо. Вот такая вот получается вещь. От объема мяса здесь вообще ничего не остается. Она ужаривается вся. Ну, от объема гречки. Ну, она ужарилась, ну, сказать, Да она и мясо. она ужарилась. Нет, не Она где-то намного. на треть ужарилась тут. Все, теперь я что делаю? Я сейчас мешаю. И пускай томится. Да, сейчас она будет томиться. Главное, чтобы она не подгорела. Мне просто очень жарко мешать около костра. Все, Да она уже готова, Сережка. она уже В готова. принципе, мясо пускай подогреется немножко, потому что она стояла, остыла. Конечно. И все. Вот так вот дольем водички. Поставим ее на нашу импровизированную плиту. И даем ей где-то пожариться еще минуты 2-3. И мне кажется, будет хватит. Все. Называется передача «Смак» с Тракторовым. Все, запись идет. В общем, друзья, получилась отличная каша. Так. Самое масло. Наклею ее. Да вот и ебать с этим маслом. На, ты жопки у нас любишь? Жопочки. Как, склянь прям не будешь. Да похуй. Сейчас наложу. Котелок есть. Там грузоподъемность позволяет котелка. Там главное, чтобы грузоподъемность твоего желудка позволяла. Ну, грузоподъемность моего желудка позволяет. Ты можешь не переживать. Все, мясо, все. Здесь самый смак. Самый смак. Съешь, да? Давай. Все, друзья. Приятного всем Хлеб. аппетита. На. Ага, давай. Я белый, вот сейчас просто ходить. Нормально. Она в армии. Гречка всегда сухая, как такая сухая, блядь. Сухая? Не давишься нахуй. Ну, в комом вроде встает, нахуй, пизда. Ее чаем протолкнул. Я вот когда это самое в дорожном работал, нахуй, всегда никто не понимал. Блядь, в походы какие-то, гречка, тушенка, блядь. Вот реально не понимали нихуя. Я говорю, ну и хули, блядь. А вы, блядь, что видите, нахуй? Дальше своего дома нихуя не выходите, Да. блядь. Да вот мы на рыбалку. Я говорю, что вы тут раз на рыбалку поехали? 1 мая поехали на рыбалку, долбоебы, нахуй. Съездили на рыбалку. Я говорю, что, короче, новую удочку взял, дорогостоящую. По пьяни проебал ее, нахуй, потерял, нахуй. Скажи, вы не рыба ловите, вы пьянствуете. Пьянствовать едут, да реально пьянствовать, нахуй. Я говорю, хули это за рыбалка, нахуй. Ёбаного. После вашей пьянки ничего не вспомнить, ничего, блядь. Да. Он потом по дорожному, этот Петрович, ходил, блядь. Ой-ой-ой, удочку потерял, ой. Я говорю, ну и что ты потерял? Ты же сам же нахуярился-то, блядь. Я тоже не заставлял. Ее вот, по сути, порцию съел его. Да. И все. Вполне. Чай попил, все, порция есть. Ты что, голодный? Не сытый, нормально. Нормально. Желудок есть. Организму требуемые вещества есть. Друзья, трапеза наша закончилась. Женя, ну-ка, открой котел. Ну, это то, что мы еще не доели. Представляете, да? Мы только половину съели. То есть бокал гречки и целая грудка. Это много. Тут Двоих. можно неделю жить, блин. Да, вот вы слышите, человек неделю. Ну, это он просто пока и так говорит. Да это понятно. Сейчас мы Ну, на пару греем на хватило. котелке, кипятим воду. Сейчас будем пить чай.
Женька моет свой котел. Да так, немножко. Кстати, крышка, в чьей крышке? В твоей мы тоже жрали, да? Да. Крышка твоя грязная тоже? Да, крышка твоя же. Так что ты тоже полоскни. В общем, сейчас чай. Ну, чай у нас никакой не экзотический. Моя ложка, моя, Женька. Ложку оставь, хочешь. Ну и ложку мою помою заодно. Вот. Ну все. Сейчас покажу, как чай будем. С сухарями. Да, может был бы кофе даже. Можно. Ну ладно. А вы, друзья, знаете, к чему приводит несоблюдение правил техники безопасности? Я вот знаю, к чему приводит. А вот этот товарищ, который стоит на дереве, который висит на другом дереве, не знает, походу. Я в школе правил техники безопасности прогулял в школе. Прогулял? Да. Ты, наверное, ОБЖ мало посещал, я так понял. Хотя 4 была. 4? О, Тебе пузырь поставили за нее? нет. А я даже экзамен сдавал по технике безопасности. Да? Ну по технике, ой, блядь, по ОБЖ я я имею в виду. тоже сдавал. 4 сдал. Ну я тоже четверку преподавателю сдал, и он мне 4 поставил. О, класс, тебя сфотографировал, ты как раз засмеялся. А теперь можешь это, пиздануться, я тебе в полете щелкну. Это будет еще интереснее. Да? Да. Все, мы сыты, довольны, время половины 3-го дня. Сейчас Женек еще дров напилит, чтобы погреться. Сейчас еще, наверное, блядь, ты меня напугал, я думал, ты уже летишь. Сейчас будем еще чаек пить. Так, покажу тебе вам еще что-нибудь интересного. В общем, сейчас покажу вам вот рюкзак Колорадо 55 Женькин. Здесь вот сеточка, здесь вот много ремешков, за которые вот мы сюда вот вставляются любые скрученные материалы. Вот у нас тут, когда мы ходили в походы, в пешие, что мы вставляли? Коврик. С другой стороны я вставлял палатку, допустим, такой рюкзак. Здесь палатка имеется трехместная, тоже можно про нее обзорчик снять. Жека, а у тебя в кармашке есть спички есть? Жек, а? Да, только почему-то замочек открытый. Здесь у кармашка такой есть поясного ремня. Вот. А внутри вот так вот спрятан спальничек. Ну, спальничек, если кому интересно, сказал, пишите. Маху обзорчика из спальничка сделал. Классный спальничек. Ночевал в нем ночью. И Евгений ночевал. Показываю, как собираюсь в походы я на примере. То есть вот я пришел с таким спальником рюкзаком сегодня. То есть у меня вот классическая комплектация. Что есть? Здесь туалетная бумага. Здесь кусочек мыла и маленький полотенчик. То есть мало ли там умыться, помыть руки, потому что таскаешь деревья, с золой ковыряешься. В общем, это все дело обстоит так. Далее, во втором кармане у меня, даже в таком маленьком, вроде бы, сказать, даже не походе, а фактически так отдыхе, у меня всегда присутствует небольшая аптечка, друзья. Это необходимо, потому что работаем с ножами, работаем с топорами, работаем с огнем. И достаточно все это небезопасно, и при несоблюдении каких-то мер безопасности, ну, вы сами знаете, при несоблюдении техники безопасности человек может получить травму. Возможно, мы даже сейчас это увидим. Блять, прям вот, знаешь, вот если она сейчас упадет, блядь, я хоть на просмотрах заработаю. На просмотр. Блять, я прям отдельно вырежу и все это выставлю, а. Ой, ладно. Из чего? Из палки, нахуй? Смотрите. Здесь у меня, в общем, что у меня имеется? Здесь пластырь, йод, упаковка тут медикаментов, но тут в основном желудочные, от головной боли, потом есть, ну тут активированный уголь, нож под обезболивающее, 2 бинта, немного ваты, баллон противожоговый, то есть сразу. И в общем это все вот минимальный набор, то есть индивидуально, кому какие-то медикаменты требуются, обязательно берите. То есть я беру, как видите. Че, чай ставлю? Конечно. Ну ладно. Все, сейчас пьем чай. Сейчас мне надо сбить вот эту птицу. С когтями, говорит, ну не птица, говорит, летит и матерится. Кто это? Это точно. Мать говорила, это мой батя. Да? Ну потому что он монтер был, короче. Понятно, столба. С когтями же, ну не птица, летит и матерится. А он говорил, ой, ебаный в рот, я не падал никогда, нахуй. Даже пьяный когда был, нахуй.
Вот так вот отвечал он. Пьяный? Ага. Ладно. Ну вот и все, друзья. Дожигаем костерчик. И, в общем-то, сейчас уже будем выходить. Все собрали, по сути. Котелок остался. Пилу в руках, в принципе. Сейчас штатив еще сложу. И можно, в принципе, собираться. Сейчас вот дожгем последний. В принципе, сейчас костер оставлять не страшно зимой. Ну, как-то просто. Просто интересно. Постоять просто. Мусор не погреться. сожгли весь. Да, мусор был, мы весь пластик, считай, сожгли сразу в нем. Чтобы не, то есть не мусор, ничего, просто никогда не остается. Мы достаточно культурные. Природу не губим. Живые деревни мы не ломаем. Фактически нас вот прокормило огнем вот это вот данное дерево упавшее. Все сучки крупные были попилены и стоплены. В принципе, дерево хорошо использовать вот в качестве большого костра. Сейчас, если ночевать, допустим, как советуют туристы-экстремалы на том же самом ютубе, сделать тот же самый костер на дью из больших бревен. Было бы классно. Начали собираться выходить. Поднялась метель с пургой какая-то сильнейшая. Вообще. Ну все, вот мы вышли. Вон машина стоит. То есть здесь, правда, недалеко идти. И, в общем, я весь белый, весь в снегу. Ну, прикольно. Так что, друзья, вот такой вот был отдых на природе. Походом, конечно, сказать трудно, потому что мы на машине ехали. Пришли бы пешком, был бы, да, поход выходного дня. Ну, и так прикольно. Так что выбирайте, друзья, на природу. Жгите костры, готовьте полезную пищу. Вообще отдыхайте с природой, ну, по душам. Одни на одни. Забудьте о наболевших проблемах, о кредитах, о политике, от телевизора немножко отвлечься. Это самое дело. Правильно, Евгений? Конечно. Все. Смотримся. Пока тут ничего не замело, пока еще дорогу мы пробили. Так. Заводи еще. В пироге. Ну все, друзья, будем с вами прощаться. Это был канал Хобби Тракториста. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на основной канал. Заходите в ВКонтакте. Канал Будет Тракториста. Все, всем пока. Увидимся. Яблоки на снегу, розовое на белом. Что же нам с ними делать? С яблоками на снегу. Яблоки на снегу, в розовой нежной коже. Ты им еще поможешь, я себе не могу. Яблоки на снегу, яблоки на снегу. Яблоки на снегу, яблоки на снегу. Ты им еще поможешь, я себе не могу. Ты им еще поможешь, я себе не могу. Яблоки на снегу, так беззащитно мерзнут, словно былые весны, что в памяти берегу.